Добрый день, друзья! Сегодня расскажу вам, как омолодить орхидею и как возможно из одной орхидеи получить две. Но это немножко неправильная формулировка, потому что одну орхидею мы получаем полноценную, а второе мы оставляем пенек, возможно, с листиком, возможно, совсем без листика. Здесь мы не получим сразу орхидею, здесь мы должны получить от нее детку, а потом вырастить из нее орхидею. Вот как на примере моего Golden Beauty, когда у меня осталось два материнских листика, то есть это можно тоже считать пеньком. И из пенька выросли две детки. Вот таких чудесных детки. Одна уже очень хорошая, взрослая, другая немножко поменьше. Это пробудилась почка чуть раньше на материнском растении, это чуть позже. И также они растут. Материнское растение я пока не убираю, здесь так и осталось на нем два листика. Так что вырастить, конечно, можно. Можно. Сейчас покажу, как это сделать. Ну, по крайней мере, расскажу, как это сделать. Вот этому кустику первому, ему 1,5 года. Вот этому чуть меньше. Но приблизительно год и месяц. Растут по-разному, поэтому получение такой детки иногда бывает очень стремительно, иногда бывает очень долго. Не хочет этот пенек расти никак и не хочет давать никакую детку. И есть нюансы, когда мы оставляем пенек от орхидеи, есть нюансы, которые нужно обязательно знать для того, чтобы эта детка пробудилась. Давайте теперь рассказывать буду про эту орхидею. Очень много вопросов. Вот как раз этих. Хотела их оставить на то видео, где я отвечаю на вопросы, но очень уж емкий этот вопрос для того, чтобы рассказывать там, много времени очень займет. У меня есть орхидея. Это Феррара. Ей примерно 2,5 года. Посажена даже не в керамзит. Вы не представляете, 2,5 года назад я не могла найти хороший керамзит, которым я пользуюсь сейчас. Я бы сказала, что она посажена в какие-то глиняные шарики, но растет. Грунт получился очень влагоемкий. Посажены вот такие кусочки, я бы сказала, что это глина. Но назывался это керамзит. Керамзит плохо обожженный. Сейчас я сажаю вот только в такой керамзит. Такой керамзит не засаливается, а вот этот засаливается. Я вам обязательно расскажу, почему засаливается даже от моей воды из обратного осмоса. Я обязательно вам расскажу, но не сейчас, а в каких-то следующих видео, чем засаливается керамзит, ну не керамзит, а вот эта глина, хорошо обожженный керамзит, ай, улетел. Он действительно не засаливается ничем, а водой я поливаю очень чистой, из обратного осмоса. Но это тема следующих видео. Что я хочу сделать со своей орхидеей? Я хочу ее просто омолодить. Но вам расскажу, как можно эту орхидею, просто расскажу, как можно эту орхидею разделить на две. Растет она 2,5 года, поэтому у нее все основание и вся шея орхидеи уже очень высоко поднялась над грунтом. И я, даже если я сейчас засыплю полный горшок керамзитом, все равно эта шея останется сверху. И корням приходится долго расти, чтобы прорасти в грунт. Какие-то растут в грунт, какие-то, как всегда, растут воздушные. Здесь растут, здесь растут. Прошло 2,5 года, наверняка в горшке какие-то корни прекратили уже свое существование. Наверняка отмирают. Хотя по горшку, вот по внешней составляющей горшка, не сильно видно, но это внешние корни, а внутренние-то могут быть уже и гнилые. Не сильно видно, что там много гнилых корней. Но так как этот грунт действительно очень влагоемкий, я поливала неделю назад, даже горшок еще не просох. Я его вообще поливаю раз в 3 недели. Внутри, конечно, долго все это просыхает,
и корни могут быть уже плохие. Поэтому нужно убрать плохие корни, нужно ее посадить так, чтобы она не торчала пальмой над горшком. Но как можно сделать из нее две орхидеи? Вот видите, вот этот листик, он остался почти в самом низу. А вот эта орхидея молодая. И можно сделать вот здесь надрез с вот этими молодыми воздушными корнями, ниже вот этих молодых воздушных корней, можно сделать надрез, обработать этот срез корицей, перекисью водорода, дать подсохнуть. И с молодыми вот этими корнями, которые сейчас являются воздушными, ее посадить. А вот этот пенек с одним листиком оставить в прежнем горшке. Я такую бы орхидею не стала сейчас вытаскивать из грунта, разбирать, для того, чтобы вот эти корни, которые в горшке, не потревожить. Поэтому можно так сделать. Но мне это не то, что неинтересно, но мне не нужна вторая такая орхидея. Просто. Поэтому я хочу сделать простое омоложение. Но когда вы отделяете верхнюю часть, вы ее сажаете в тот грунт, в котором вы привыкли выращивать орхидеи. Все эти корни опускаете в грунт. Сначала их обязательно увлажняете для того, чтобы не поломать. Потом очень аккуратно начинаете ее поливать с просушками. Эти корни адаптируются и привыкнут к той системе посадки, какую вы сделаете. Но просто это нужно делать очень аккуратно. Ни в коем случае сразу ее не залить, не держать ее очень мокрой. Как всегда, полили, просушили, полили, просушили. А вот этот пенек, который остается в горшке, здесь у нас что происходит? Если вообще остался пенек без листика, вот без листика, его нужно очень редко поливать. Орхидеи нечем испарять, листьев нет, и некому дать команду на испарение этой влаги. Поэтому полив очень ограниченный и очень длительная просушка. И для того, чтобы у вас получилось и начала расти детка, обязательно должны быть, сейчас я вам покажу, должна быть вот такая маленькая цветовая почка. Из таких цветовых почек или растет цветонос, или детка. А если у вас орхидея очень активно всю жизнь цвела, и у нее задействованы практически все цветовые вот такие почки, то 90%, что неоткуда ей растить детку. И мы можем ждать, но так ничего и не получить. Были такие случаи, что вдруг от корня начинает расти детка. Или вдруг вообще из ничего. Но это такая редкость. Это природная такая редкость. Если не из чего, то не из чего. Если есть из чего, то получите. Но в этом случае, когда вы оставляете корни без листиков или с одним листиком в горшке, вот эта редкость полива – это основной залог того, что детка получится. Если будете заливать, корни эти все сгниют. И вы ни детки не получите, и растения потеряете. И потеряете этот пенек или там что у вас осталось от этого растения. Для появления детки еще очень важна температура. То есть температура должна быть в комнате или где у вас находится это растение. Освещение, температура, очень хорошее освещение должно быть. И температура не ниже 26 градусов. То есть для получения детки, что на цветоносах, что от материнского растения, вот эти условия должны быть соблюдены. Должно быть тепло, светло и комфортно орхидеи. И минимальное количество влаги. А я свою орхидею хочу разобрать, убрать этот старый, сильно влагоемкий грунт, посмотрим, что там с корнями у нее, то, что не нужно, мертвое, все уберем,
И с вот этими новыми корешками посадим, сделаем ей просто омоложение. Я сейчас все высыплю. У меня она еще здесь и с перлитом посажена. Это старые такие мои посадки. О, вот видите, чистая необожженная глина. Сейчас очень много, ну как вам сказать, импортного или заграничного керамзита вот именно такого качества. И у них это считается очень хорошо. Ну давайте посмотрим на корни. Хочу вам еще показать, сейчас посмотрим и на корни, хочу показать вам горшок. Водоросли в горшке присутствуют, конечно, но не в таком большом количестве, когда орхидея стоит на солнце. Эта орхидея всегда стояла под искусственным освещением, под лампами. Ну давайте смотреть, что в горшке. Вот они, гнилые корни, которые мы будем с вами обрезать. Но при этом, естественно, света нет, поэтому корни белые. Вот они, корешки молоденькие, и внизу есть молоденькие корешки. Так что и в таком грунте орхидея может расти. Все дело в поливе и просушке. Так, ну давайте убирать гнилые корни. Здесь все очень просто. Они уже такие гнилые и сухие, что их можно просто даже руками выбрать. Ну, сейчас что-то обязательно и от шеи отрежем. Обрезаем все гнилые корешки. Выбираем их. Есть сухие вот такие кончики. Вот сухие, вот такие нужно дорезать, ну, или до живого, или чуть-чуть не до живого. Конечно, в таком влагоемком грунте обязательно нужно орхидею хорошо просушивать. Тогда и корни гниют не так быстро. Ну, я хочу вам сказать, что за 2,5 года это небольшое количество гнилых корней на орхидеи. Тем более, что так много молодых корней. Ну, белые, желтенькие, они вот такие, не зеленые, потому что там не было никакого света, поэтому они без света растут такие светленькие. Если бы пробились к стеночке горшка, они обязательно бы позеленели. То есть стали бы такие, как воздушные. Какие можно корни еще убрать, которые уже орхидеи не пригодятся? Давайте на этот еще посмотрим. Посмотрим еще с этой стороны. Вот показываю вам корень, который совсем находится на основании вот этой орхидеи. Причем основание вот рассыпается прямо у меня под руками. Казалось бы, такой корень можно обрезать, и на орхидею это никак не повлияет. Но здесь есть молодой растущий корень. Вот этот длинный такой корешок. Ну, как-то жалко его обрезать. Вот молодой, обрезать жалко. Давайте посмотрим еще. А вот эта сторона у нее подгнивает. Поэтому вот этот длинный корень мы оставляем. А вот такой корешок
Ну, его немножко мы отрезаем. Тоже все оставим. А вот там внутри есть еще плохие корешки. Как бы мне вам показать? Вот здесь от основания есть сухой корень. Вот его можно убрать. Сейчас он где-то там сам упадет у нас. Он почему-то не стал расти. Кочерышка у нее, как я называю, вот эта вот кочерышка большая, не наросла. Потому что здесь есть еще один зеленый лист. Но листиков она потеряла много. Я как-то давно ее вам показывала. Она была заражена клещами. И вот когда я боролась с этими клещами, она много листиков отсушила. И вот этот ее последний старый лист, который был еще при покупке. А это уже все выросло в моих домашних условиях. Листья растут хорошие, никаких клещей не наблюдается. Но один листик я вам покажу специально. Вот так. Сейчас как-то так в камеру покажу, чтобы было понятно и видно. Вот так на орхидее, давайте положу. Вот так на орхидее видны поражения клещами. От клещей мы избавились. Но вот эти мелкие серые точки, они никуда не исчезнут. Они так и остаются на листике, потому что клещи его погрызли. Посажу ее в старый горшок. И хочу убрать вот этот лист, для того, чтобы орхидею посадить поглубже. Ух, вы мне скажете, что сейчас нельзя убирать старые листья, она же питается. Но мы же ее омолаживаем. Поэтому разрываем лист на две части. Кстати, вот здесь он был уже надорван. Пожертвуем этим листиком. Разорвали листик на две половинки. Растянули в разные стороны. Я сейчас промою орхидею, а потом от стволика нужно обязательно убрать все старые чешуйки. При любой пересадке обязательно, если листики отмирали, здесь образуются на стволике чешуйки от этих старых листиков. Обязательно пинцетом все вот эти черненькие, сухие чешуйки обязательно убираем. В них очень любят селиться всякие вредители. Поэтому стволик мы аккуратно зачищаем. Я никогда не делаю это ножом, я это делаю всегда пинцетиком. А вы знаете, придется, наверное, убирать этот корень. Потому что стволик над ним совсем-совсем сгнил. Он совсем сгнил. Вот видите, я его чищу, а там уже ничего и не осталось. Поэтому давайте-ка я уберу этот корень. Это для орхидеи будет не самое страшное. Я его вот так подрежу. У нее осталось еще очень много корней. Поэтому если мы лишим ее одного корня, ничего страшного не произойдет. Зато мы уберем всю вот эту вот гниющую старую органику. Пока я зачищаю орхидею, у нас сегодня в комнате присутствует очень много помощников. Сейчас мы вам их покажем. Но ведут себя очень прилично.
присутствуют все наши коты. Сёма, Дёма, Юля. Ну, девушка, наверное, наша Лаки не пришла. Она не приходит, она не любительница. Ну и, конечно, наш новый питомец Ричи. Ну, его даже слышно. Я зачистила все, что ненужное было на орхидее. И теперь мы ее можем посадить. Посажу ее в тот же горшочек, просто сделаю посадку немного глубже. Как я это делаю? Во-первых, все воздушные корни я постараюсь поместить в горшок. Посадку сделаю так, чтобы не торчала над горшком. Я уже вам показывала, как это делается. Берете орхидею и горшочек. Немного закручиваете. Корни должны быть обязательно влажные. И орхидея садится глубже. При этом мы не ломаем корни. Вот так придерживая. Сейчас я ее засыплю уже хорошим, хорошо обожженным керамзитом. Вот так у меня будет выглядеть посадка орхидеи Феррара. Можно это назвать и плановой пересадкой, но можно назвать и омоложением. Но я не довожу до орхидеи до того, чтобы она выросла вот такая, как пальма, висела над горшком на 20-15 сантиметров или падала из горшка. Я всегда делаю все вовремя. Раз в 2,5-3 года я обязательно пересаживаю орхидеи. Но орхидеи тоже все разные. Иная и 5 лет проживет в одном горшке. Если орхидея не поднялась над грунтом на 5-7 сантиметров, ее можно и не трогать. Иные орхидеи растят листик, 1 листик в год, а другая 3-4. Поэтому они растут по-разному. И пересаживаю я их по-разному. Но эта орхидея очень активная. Феррара просто замечательная, очень активная, можно сказать, живучая. Ей все нипочем, ни клещи ей нипочем, ни вот такие пересадки. Ну, хорошая орхидея. Есть такие уже устойчивые сорта, с которыми можно делать, я шучу, конечно, все что угодно, а они все равно живут и растут. Будем надеяться, что пробудит дальше вот эту почечку, она начала ее растить, а может быть выпустит новый цветоносик. Все может быть. У меня сейчас очень много орхидей, или пробуждают почки, или выпускают цветоносы. Но это темы следующих видео. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.